Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги-трейдеры. Среда, 25 января. Рад приветствовать вас на обзоре рынка криптовалют, где мы говорим о сделках и поисках точек исключительно в начале тренда. Предлагаю подписаться на все мои информационные источники. Это YouTube канал, Telegram канал. Оба канала растут, развиваются. Мне нравится то, что наше сообщество, комьюнити становится больше. Мне приятны также ваши отзывы в комментариях. И не стесняюсь также сказать, что мне приятны ваши лайки. Потому что ваш фидбэк в отношении моей работы для меня тоже имеет значение. Я понимаю, что для вас та информация, которую я выпускаю, является важной и нужной. Напоминаю также, что у меня с понедельника началась работа в закрытом чате моего канала. У нас ведется достаточно динамичная работа, где мы делимся со всеми участниками своими мнениями по рынку, где я публикую точки входа, где люди публикуют свои проведенные сделки, где у нас проходят закрытые стримы, а также мое индивидуальное видение рынка в виде записи видеоконференций. Соответственно, кто хочет подключиться, пожалуйста, у вас есть такая возможность, пишите мне в личку, значит, все контакты будут даны внизу в ссылочке под описанием. Ну что ж, приступим к анализу рынка. Значит, начиная с экономического календаря, сегодня у нас среда, и нас ожидает 18:30 публикация запасов сырой нефти, но основное внимание участников рынка приковано завтра в 16:30 публикуется ВВП США и также число первичных заявок на получение пособий по безработице. Безусловно, это основная новость, которая будет оказывать влияние на всех участников рынка. Ну, соответственно, я думаю, что в ближайшие сутки цена будет колебаться, скажем так, в несущественном диапазоне с небольшой волатильностью. Ну, участники рынка примут выжидательную позицию до выхода данной важной статистики. Значит, индекс страха и жадности уже которое время находится на отметке 51. То есть это нейтральное состояние рынка. Чаша весов немножко переходит в зону жадности. И вопрос времени, когда мы там окажемся, будет ли это после импульса, который все ожидают в районе 25 тысяч, либо это будет позже. Смотрим, наблюдаем и анализируем данную ситуацию. Давайте посмотрим индекс доллара на главного дирижера этого рынка, который находится у главной отметки своего сопротивления 102,5 пункта. Я давно говорю, что индекс доллара напрашивается на определенную коррекцию в область 23-38 по FIBA. То есть у нас был далеко и давно нисходящий импульс, который не был еще скорректирован с самого верха от 100, фактически 15 пунктов. Мы получили большое нисходящее движение, которое я ожидаю, значит, увидеть определенное развитие коррекции по нему. Соответственно, получив коррекцию на индексе доллара, мы можем с вами получить коррекцию по всему рынку, включая фондовый, товарно-сырьевой, в том числе и криптовалютный рынок. В данный момент времени мы видим, как область границы нисходящего тренда находится на отметке 102,5 пункта. Цена находится в этом диапазоне. Пробьем мы не пройдем и пойдем ли вверх, естественно, не знает никто, но за этим фактором надо очень внимательно следить для того, чтобы понимать, что происходит. Ну что, возвращаемся к драйверу нашего рынка, это биткоину. Но прежде чем мы перейдем к биткоину, я еще хотел бы осветить один очень важный момент, который зреет у нас на американском индексе S&P 500. Значит, S&P 500 находится в интересной зоне. Во-первых, у нас идет восходящий параллельный канал. Я тоже давно веду эту разметку. И у нас фактически две зоны, да, от которых мы либо можем сейчас получить толчок и выйти за пределы 4000, либо получить дальнейший откат. Интересно формируется паттерн, который называется чашка с ручкой. Как отрабатывает данный паттерн на истории, я думаю, понимают все, но я покажу вам наглядно. Классическое описание этого паттерна, то есть у нас есть уровень сопротивления, есть чашка основания, есть ручка, и при выходе за сопротивление верхней границы ручки, это вход в сделку, по сути дела, стоп-лосс за нижний край. Соответственно, интерпретируя это в нашем случае, да, у нас
Слом фигуры может произойти при пробое и закрепе за 3900, 3880. И в данный момент времени мы получаем основание чашки, есть саморучка, цель, которая взята из основания этой чашки, ложится в область 4300, плюс мы не забываем о том, что это верхняя граница параллельного восходящего канала, и мы имеем все шансы туда прийти. Давайте еще посмотрим на такой интересный момент. Если посмотреть на индикаторе, это пересечение 200-дневной скользящей средней и 50-ки, так называемый золотой крест, то сейчас подгрузится. Итак, исходя из индикатора, которые показывают все мувинги, ключевые значимые на дневке, это 50, скользящая, 50 дневная и 200, мы видим, что в ближайшей перспективе может состояться золотой крест. Всегда на фондовых рынках это очень важный ключевой момент, который говорит о развороте тренда. Соответственно, в ближайшие дни это может случиться. Это, безусловно, сейчас важный уровень поддержки по индексу S&P 500. Соответственно, получив данное перекрестие, многие участники рынка, соответственно, будут менять свое мнение в сторону лонгов. Это очень, еще раз повторю, важный ключевой момент. На американском фондовом рынке за этим показателем следят все институционалы, частные инвесторы, ритейлеры крупные, ну и так далее. Соответственно, мы понимаем, у нас два сильных есть паттерна. Это чашка с ручкой, который, естественно, исполняется 50 на 50, но перекрещение золотого креста в виде 50-200 мувинга говорит нам о том, что мы можем получить сильнейший импульс по индексу S&P 500. Соответственно, мы понимаем с другой стороны, что у нас крипта тесно взаимосвязана с американским фондовым рынком. И тот момент, что американская фонда может получить дальнейший импульс восходящего движения, соответственно, может всем нам намекнуть хотя бы на то, что биткоин может получить, опять-таки, некий восходящий импульс. Куда будем смотреть? Все, этот момент мы отфиксировали, переходим к самому биткоину. Биткоин. Так, смотрим его на сначала старших. Давайте посмотрим на месяцы. Отключаю мувинги. Значит, эту картинку я тоже давно публиковал на выходных в телеграм-канале. Соответственно, да, мы идем шли в рамках растущего, выпали из него. Сейчас стоим у важнейшей области сопротивления. То есть, по сути дела, у нас есть сопротивление в виде трендовой, значит, на нисходящем тренде и плюс восходящая линия параллельного канала, которая служит также границей сопротивления. На бирже Coinbase, неважно, давайте посмотрим ту нашу разволновку, которую я также сделал, которая является актуальной. То есть мы шли в рамках пятиволновой структуры, шли и идем. У нас сформирована первая волна, вторая, в рамках третьей волны поставлены все четко структурированные 5 видов подволн. Соответственно, в данный момент времени у нас развивается некая коррекционная структура, которая должна реализоваться в рамках четвертой волны. Четвертые волны бывают длинные, размашистые, поэтому как она будет поставлена и как будет сформирована, мы будем смотреть в моменте ее формирования. Безусловно, у нас есть верхняя граница сопротивления, которая выступает важной отметкой, преодолев которую биткоин может пойти в рамках пятой волны. Куда он может пойти в рамках пятой волны? Если она будет, скажем так, усеченная, то она может получить развитие в рамках 27 зоны. То есть это район 25 тысяч. Значит, надо смотреть за этим показателем. Безусловно, пробив нижнюю границу, мы можем спуститься. Куда? Значит, вот нижняя граница зеленая. Мы можем спуститься. Первая точка, которая нас остановит, это 21 800 долларов. Это очень важная отметка поддержки по биткоину, которая может оказать сильную поддержку. Давайте посмотрим в сервисе TradeFab, который я использую. Значит, очень много значений, и мы видим, как блоки фактически ордеров стоят в защиту
этой зоны. 21 640 здесь по бирже Binance, но фактически это 21 700 долларов. Стоит такая пока преграда. То есть преодолев ее, безусловно, в нисходящем направлении, мы можем пойти в более нижние области. И пока по блоку ордеров это следующая зона в районе 20 тысяч. Но я предупреждаю сразу, что преодолеть зону 21 700-800 долларов будет сложно. Посмотрите, как исторически мы получали проторговку в этих местах. Фактически с лета мы здесь получали уровень сопротивления, здесь сопротивление, здесь была проторговка, уехали вниз, здесь вышли, уехали вниз, здесь сопротивление, пробили. Соответственно, сейчас это наш зеркальный уровень поддержки. Я думаю, что покупатели будут его достаточно сильно, этот уровень, отстаивать. Ну, соответственно, это надо понимать. И амплитуда или структура снижения может быть достаточно не обширной. Поэтому, пробивая нижнюю границу этого, скажем так, параллельного нисходящего канала, да, который вот пока рисуется у нас на биткоине, мы понимаем, что мы можем уйти в зону 21 700, и это будет опять-таки сильный уровень поддержки, и будем смотреть на реакцию покупателя в этой зоне. Если мы будем пробивать эту структуру нисходящего параллельного канала вверх, то мы можем отправиться уже рисовать восхождение в рамках пятой волны. То есть у нас может получиться некая усеченная четверка с выходом дальше в зону пятой волны в район 25 тысяч долларов. Ну, соответственно, и решения сейчас ключевые, торговые, да, можно принимать только, скажем так, при подходе цены биткоина к этим ценовым значениям. То есть не фантазируя, все достаточно просто. То есть есть верхний диапазон сопротивления, это граница параллельного канала, но я бы обозначил ее немножко выше. То есть у нас есть зона хая 21 400 долларов, 21 370 по бирже Coinbase. Ну, соответственно, низ у нас пока ключевой это 22 300. Соответственно, вот эти две зоны, они являются ключевыми. Все, что находится в рамках внутри этого диапазона, это является боковым движением или проторговкой. Да? То есть происходит некий баланс и накопление сил. Соответственно, более уверенные лонги можно искать в пробой зоны 23 тысячи, простите, 360-370. То есть это зона ключевая. И вторая зона ключевая, где можно присматривать какие-то более-менее уверенные шорты при пробое и закрепе, это 22 340-350 долларов. Но мы понимаем, что диапазон и амплитуда снижения, она достаточно такая, будет не продолжительная. По крайней мере, первая поддержка окажется на отметке 21 720 долларов, 700, 650, неважно. В 21 700 это такая зона сильная, которая цену должна остановить. Ну, соответственно, и принятие торговых решений по биткоину надо делать в тот момент, когда мы будем пробивать этот рейндж, этот флэт, ну и так далее. То есть смотрим, наблюдаем. Можно посмотреть и по объемам, что у нас происходит в рамках дня даже, да. Объемы немножко снижаются. Это, конечно, говорит об определенной слабости покупателя. Мы видим, что да, цена у нас идет безудержно наверх, а объемы фактически с этой же зоны у нас снижаются. То есть это тоже прямой признак того, что мы можем получить в ближайшее время определенный откат. Ну, поэтому еще раз говорю, принимать торговое решение надо в том диапазоне, выход из которого мы с вами увидим. То есть, да, мы можем получить какое-то короткое движение в рамках четвертой волны, но мы можем точно так же и рисовать эту четвертую волну достаточно размашисто, обширно, формируя некий треугольник еще какое-то время, ну и потом, допустим, получить выход вверх в рамках пятой волны. Смотрим, наблюдаем, фантазировать не будем, будем принимать решения, исходя из того, что видно на графике. Значит, у нас по-прежнему формируется на старших таймфреймах паттерн краб. Никуда он не делся. Идет формирование затянувшейся волны CD, которая должна реализоваться вот по правилу построения. Мы еще можем получить растяжение в рамках, скажем так, 3,618 по FIBA. Да? То есть это где-то опять-таки район 20... Давайте так сейчас отметим. 3618, где у нас находится? 24 тысячи долларов. Ну, плюс-минус. Соответственно,
Пока он формируется, никуда не исчезает. Мы наблюдаем за его структурой, пока все совпадает. Ну, соответственно, где-то мы должны с вами понимать, что у нас все равно цена нащупает блок продавца, и откуда-то мы из какой-то зоны должны получить определенную реакцию. Более того, если еще мы на графике с вами проведем трендовую линию между высот, которую вот я обозначил, мы понимаем, что где-то наш диапазон и лежит в области третьего пика, третьего касания, правила трех касаний, которые отправляют тренд в нисходящем направлении, там, ну или восходящем, если это обратная картина. Ну, соответственно, мы понимаем, что где-то зона в районе 24 300, 24 200, ну, вплоть до 25 тысяч можно импульсом долететь, ведь все равно рынок накопил определенную ликвидность в виде стопов очередных шортистов, да, о которых не надо забывать, и она находится вплоть до 25 тысяч. Соответственно, импульсом эта цель может быть поставлена. Да, это может быть произойдет через откат, через удлинение какой-то там строящейся формации. Но опять-таки загадывать не будем, смотрим в моменте. Есть боковое движение, которое будет иметь в любом случае какой-то свой выход. Если мы выходим вверх, то следующая остановка может быть где-то в области этих ценовых значений. Более того, если мы посмотрим сейчас ближайший откат, который у нас сформирован сверху вниз. Сейчас мы используем магнитик. Возьмем его по настройкам. Сейчас возьмем применить по умолчанию. Возьмем стандартные настройки, да, то мы понимаем, что зона магнит может быть также 24 тысячи долларов приблизительно. Ну, соответственно, где-то вот развитие коррекции может там вполне себе и закончиться. Ну, соответственно, опять-таки, это лишний раз говорит нам о том, что надо принимать решения при выходе из данной формации, из данной структуры. То есть здесь четко видно, что где находится блок поддержки, где находится блок сопротивления. Мы понимаем, что зона 21 700 это очень важный уровень поддержки, который у нас строится, исходя из блока поддержки, который мы видим с вами по стакану ордеров, да, то есть он никуда не исчезает пока в моменте. Ну, соответственно, преодолеть продавцам данную область будет сложно. Значит, опять-таки, искать точки входа в шорт я бы в рамках недельной торговли не стал, потому что рынок это может реализовать по-своему. Мы понимаем, что вот может, по сути дела, состояться такое же накопление, как мы видели в этом блоке, да. Была некая формация, уже многие замечтались, скажем так, о шортах, потому что мы пришли к зоне поглощения краха FTX, и все ожидали снижения. Ну и тут всем подарили вот импульс, да, который мы видели с пятницы на субботу последнюю. Соответственно, здесь может сложиться такая же картина, когда все участникам покажется, что здесь, да, уже реально шорт, есть некое там, опять-таки, сопротивление в виде ордеров, то есть мы не просто так эту зону не проходим, да, там действительно стоят ордера на продажу, ну, соответственно, рынок может поступить по-своему, это надо понимать. Давайте посмотрим график эфира, что он нам говорит, на старших таймфреймах. Сейчас мы возьмем другой чуть-чуть разметку, которую я веду. Ну, давайте включим на недельку. То есть мы по эфиру тоже получили хороший импульсный рост. Да, эфир сейчас ведет себя, ну, немножко по-другому. Мы, кстати, хай не перебили. Трендовая линия, она как бы держит это сопротивление. Вот у нас есть 3 блока продавца, преодолев которые, естественно, эфир отправится выше. Куда выше? Ну, приблизительно в область отметки 2800 долларов. Значит, в данный момент времени, естественно, эфир будет повторять движение биткоина. Куда пойдет старший брат, туда пойдет эфир. Если эфир будет ожидать коррекции, то, ну, конечно, мы получим какую-то реализацию, значит, снижения в область каких-то ценовых значений. А куда мы сейчас посмотрим? Опять зайдем на сервис и откроем тот же эфир, который идет в паре с битком. Самые две часто коррелируемые монеты. Биткоин, эфир. Остальные могут ходить так, как хотят, но всему виной этому доминация. Ну, соответственно, и
Значит, эфир имеет сильный блок поддержки, это 1500-1460. Сверху фактически мы видим сетку, линейку ордеров, которые стоят на продажу, которые пока контролирует зону продавца и цене не удается идти вверх, вернее. Значит, но опять-таки снизу вот основная поддержка, это 1500-1460 долларов. Наиболее сосредоточенные, скажем так, лимитные ордера. Значит, опять-таки, объемы падают, что говорит о слабости покупателя. То есть, много что говорит о том, что рынку пора сходить на коррекцию. Но как в итоге поступит рынок, естественно, не знает никто. То есть, могут внезапно прийти объемы и цену вытолкают за очередные высоты. Ну, соответственно, надо быть аккуратным и принимать решения в моменте, исходя из того, что видно на графике. Значит, не забываем, естественно, про те новости, которые будут публиковаться завтра, и в моменте надо будет держать руку на пульсе. Значит, еще посмотрим важные такие моменты. Это доминация USDT или тизера. Значит, была реализована конечная диагональ в виде пятиволновой внутренней структуры. Да, мы сильно получили импульс на пробой этой формации, но опять-таки мы видим, что актуальная граница нисходящего тренда находится на отметке 6,9%. Хотелось бы увидеть какой-то ретест в зону данного диагонального треугольника и снижение дальше в рамках прогнозируемого дальнейшего, скажем так, развития нисходящей пятиволновки. Все это может дать толчок биткоину в зону роста. Ну, соответственно, пока хотя бы к этому импульсу можно ждать какую-то коррекцию. И, безусловно, это дополнительный фактор того, что биткоин может в ближайшее время сделать какое-то коррекционное движение в те области значений ценовых, о которых мы сейчас только что поговорили. Значит, по поводу доминации биткоина. Значит, доминация тоже протестировала 61 уровень по FIBA. От всего этого импульса мы знаем, что 61 уровень это разворотная точка в основном по рынку, которая может отправить инструмент в нисходящем движении. То есть, если рассматривать глобально, это можно рассматривать как первая волна постановочная, вторая коррекционная, ну и дальше можно ожидать снижения в рамках третьей волны, это уровни 1.618 по FIBA, то есть область где-то 35-30% по процентной шкале. Ну, соответственно, дальше четвертая волна и постановочная пятая. То есть мы ожидаем то, что доминация биткоина будет снижаться, в этот момент будут расти альткоины. Поэтому за этим моментом тоже надо внимательно следить. Ну и при, скажем так, сломе восходящей структуры можно понимать, что доминация биткоина направляется в сторону коррекции. Ребят, я думаю, что основные моменты по рынку я разобрал. Дальше надо внимательно следить за тем, что происходит. Соответственно, следите за телеграм-каналом, подписывайтесь на все информационные источники. Желаю всем хорошего дня, всем профита и всем пока.